Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж. Долго вы просили, долго я не мог это сделать, но возвращаемся к игрокам за номинальные контракты. В четверг у нас обновились номиналки, и можно взять новых игроков. Давайте же поговорим, кто есть, кого стоит брать, кто будет получать больше на других позициях, а есть у нас и такие. В общем, обсудим все это дело. Есть у нас номиналки европейских клубов, и есть у нас номиналки, где они здесь, по-моему, чуть выше. Да, скорее всего, чуть выше голландской лиги. Начнем давайте с Голландии. Там игроки полностью прокачаны, и здесь я могу выделить только двух игроков. Первый — это центральный полузащитник с рейтингом 88, но вы можете видеть в левой части экрана, что на левом нападающем с вот этими статами он будет иметь рейтинг 93. Блин, взять 93-го игрока, по сути, на левого нападающего за номиналку в 3 звезды, это всего лишь 3-звездочный контракт. Я считаю, что очень даже неплохо. У него есть скорость и ускорение, у него есть дриблинг, он кое-как реализует и кое-как отдает пасы. То есть, в принципе, для левого нападающего очень даже хорошо. При этом он имеет стиль смещения с фланга, который работать будет как раз на левом нападающем, а на центральном полузащитнике не будет. Вот этот парень интересен, но вы знаете минус номинала голландской лиги, то что они прокачаны сразу на максимум, то есть даже одного очка закинуть в стиль у вас не будет. Поэтому вот так. И Дейли Блинда я бы отсюда выделил, он берется за 4-звездочный номинальный контракт. В общем, на ЛЗ 91, на ЦЗ 91, центральный опорник по 93. Для опорника, мне кажется, он подходит больше всего. У него есть, в принципе, хорошие статы в защиту, есть пас низом и пас навесом. Игровой стиль специалист по навесам работает у нас слева и справа, то есть в центре работать не будет. Тем не менее, я считаю, для опорника он вполне себе неплох. Простите, да, за мой голос, я все еще не отошел, но видео требовали, вот я и записываю. Да, есть у нас там еще неплохой левый нападающий из голландской лиги, да, 5-звездочный контракт, 92 у него рейтинга, но я считаю, что 5 звезд контракт тратить на него, ну, как мне кажется, это расточительство. Переходим к нашим европейцам, что у нас здесь. Значит, Карвалья из Ливерпуля, само собой, если вы собираете Ливерпуль, вполне себе пойдет. Хорошая скорость и ускорение, неплохие статы в дриблинг и умение атаковать кое-какое есть, и реализация. По стилю он атакующий полузащитник, стиль максимально удобный, но мне кажется, что для этого стиля у него не хватает реализации. Подыграть чуток сможет, прокачаться тоже вполне себе может под нужные вам статы. В принципе, игрок неплох, но сами понимаете, когда у нас сейчас уже засилье 95-х игроков, ему будет тягаться с ними сложно. Далее Симеоне, сын Симеоне, как вы понимаете, скорость и ускорение прям супер не блещет, при этом есть умение атаковать и реализация. Больше у этого игрока выделить нечего. Дриблинг печально, головой, ну, кое-как играет, опять же, при засилии 95-х, но смысл его брать. Представители Аякса на левом нападающем с рейтингом 91 на максимуме, с классной скоростью и ускорениями, хорошими показателями дриблинга, но, как вы видите, пас низом и пас навесом ужасный, поэтому его нужно использовать как реализатора, но реализация 70, и хрен его разберет. Да, бежать парень будет, а вот реализовать или отдать передачу, ну, такое себе. Единственное, можно выделить, что без потери становится на правого нападающего. Далее Фернандес, центральный полузащитник, Бенфика. Тут, на самом деле, все вроде в балансе. Единственное, что можно так прям выделить, это пас низом и пас навесом. Вот они прям хороши. Но при этом не особо с дриблингом. Скорость, да, хорошая есть. Стиля штрафной до штрафной, это отлично, но я бы его не брал. Все-таки мы обращаем внимание больше на топовые клубы и топовых игроков. Ренато Санчеш, когда-то игравший, много где игравший, по-моему, в Баварии игравший, и такой талантище был, сейчас вот в ПСЖ. Классные показатели дриблинга, тоже очень даже хороший пас низом и пас навесом, в принципе, нормальная скорость и ускорение для центрального полузащитника, и даже кое-что умеет в защиту. Стиль бокс-то-бокс, здесь все хорошо. Вот его вполне себе стоит брать. Может быть, вы собираете ПСЖ, а может быть, он вам просто нравится. Парень очень даже интересный, то есть он сбалансирован везде, на центрального полузащитника залетит, как по мне, без проблем. Дальше левый защитник Лиона у нас, значит, тут
Конечно же, великолепная скорость ускорения, потрясающая выносливость, кое-какой пас низом есть, кое-какой есть дриблинг и кое-как умеет защиту. То есть, опять же, такой назовем его универсальным защитником, да, который и туда, и сюда. Есть у нас защитники, которые прям дичайше умеют в пас низом, в пас навесом, но при этом не умеют защиту. Есть наоборот. Этот вроде как универсал, но прям звезд с неба хватать он не будет. Далее Молина, значит, правый защитник, Атлетико Мадрид, тоже скорость ускорения, выносливость, здесь все ок. И та же, в принципе, универсальность, как у нашего прошлого товарища. В принципе, только разве что пас навесом чуток получше. В защиту тоже кое-что умеет. Опять же, если прям нет хорошего, то стоит взять. Если есть, то, скорее всего, лучше не брать. А далее Чурчхела. Да, я знаю, что не Чурчхела, но, блин, все равно будет Чурчхела. Левый защитник Челси. Скорость ускорения, выносливость потрясающая. Пас навесом есть. Тоже кое-как умеет защиту, кое-как умеет в дриблинг. Вполне универсальный товарищ, как вы понимаете, сыгранностью он будет 97, и при этом становится на левого полузащитника без потерь. И в принципе для левого полузащитника тоже статы вполне себе надежные. Брать стоит, парень вполне интересен. Дальше у нас Гонсало Гуедаш, центральный нападающий, 93 рейтинга, 179 роста и со стилем отвлекающий, что не так часто бывает. Хорошее умение атаковать, реализация, сила удара, класснейшее ускорение, вполне себе скорость, ну, дриблить особо не будет, зато будет отрываться, будет забивать, тоже можете поставить на него галочку, парень вполне себе. Хотя обычно карточка стоит, сами понимаете, недорого. Костич, левый полузащитник из Ювентуса, скорость ускорения ок, выносливость ок, великолепный пас навесом и суперская мега сила удара. Да, сила удара присутствует, но реализация 63. Пушки будут, а вот залетать они будут, походу, не особо. Дриблингом тоже особо не обладает. Я считаю, что этот левый полузащитник чисто для... Отдал передачу, он навесил, кто-нибудь большой, высокий, в штрафной площадке выпрыгнул и забил. Ну, по-другому я не вижу, как его использовать с таким-то дриблингом. Переходим к топчикам, да. Дибала 96, а с сыгранностью будет 99. Рейтинг, конечно, потрясающий. Хорошее умение атаковать, сила удара и реализация для оттянутого форварда, причем он креативный плеймейкер, то есть он даже не атакующий полузащитник. Класснейшие показатели дриблинга, неплохое ускорение со скоростью и пасами тут немножечко похуже. То есть Дибала тут в принципе как забивала, но сам стиль креативный плеймейкер подразумевает подыгрыш. И вот здесь, ну, для меня не совсем понятно, что Konami нам этим хотели сказать. Понятно, что я делаю это все на... автоматической прокачки, статы можно раскидать по-другому, наоборот его упороть жестко в пас, а снизить дриблинг, например, реализацию и силу удара. Вот как подыгрывающий, мне кажется, что он будет вполне себе неплох. Как завершитель, мне кажется, что ему многого не хватает. Далее Кунде, которого явно могут брать, и будут брать многие люди. Конечно, статы в защиту просто космос. 80 скорости для центрального защитника тоже космос. 72 ускорения нормально пойдет. Пас кое-какой есть. При этом, единственный его минус, пожалуй, который я назову, это 178 сантиметров роста. Тем не менее, прыгучесть 90, и он будет за счет этого вывозить. Конечно же, Кунде советую, 98 он будет на сыгранности, то есть плюс 3. Топовейший защитник, несмотря на свой рост. Я его уже пробовал. Ну и последний у нас Казимирыч. Наверное, самый дорогой игрок в этом паке, если брать обычную карточку. 95 будет максимального рейтинга. И посмотрите тоже на эти статы в защиту. Это просто что-то неимоверное. Как опорник будет разрывать. При этом сайт говорит, что на центральном защитнике, даже без того, что это его основная позиция, он будет 96, то есть если бы она была основная, было бы где-нибудь 97-98. Да, печальнейшее ускорение, да, скорость не блещет, но дичайшие показатели в защиту плюс хороший пас. Я думаю, он будет вывозить. Казимира, конечно же, брать стоит. А вот такие у нас игроки были завезены за номинальные контракты. В любом случае, ребят, номинальные контракты у нас скоро заканчиваются. У меня, по крайней мере, там 24-го, 10-го, по-моему, 4 штуки сгорает, и брать кого-то в любом случае нужно. Поэтому я для себя, у меня там 2 пятерки, 2 четверки сгорают. Я для себя выбрал Казимира, Кунде, да, если я не ошибаюсь, на один аккаунт. И, по-моему, кого я там еще брал? Сейчас бы вспомнить, на самом деле, кого я еще брал. Ну, короче, в итоге брал я топовые клубы, потому что в любом случае у нас, как в прошлой части, есть такой прикол, что собираешь составы по той лиге, которые не играются, и ивент проходит быстрее. Но 3-звездочный контракт я вам советую потратить на вот этого паренька, собственно, из Фейнорда. Мне кажется, за 93-го игрока 3-звездочный контракт надо отдавать не глядя. Мое мнение такое. В комментариях можешь написать, кого ты брал за эти контракты. Я с удовольствием посчитаю. На этом прощаюсь. С вами Морж. Завтра у нас селекция Реала. Конечно же, будем открывать. До новых встреч. Пока-пока.